Друзья, всем привет! Сегодня пойдет тема о том, что в Германии планируют в ближайшее время внести изменения в законодательство. И согласно этого нового законодательства, многих беженцев, которые находятся на территории Германии, многие из них будут взяты просто-напросто под стражу. Если вам эта тема интересна, смотрите это видео до конца, и вы будете понимать, какой категории беженцев это будет касаться. Итак, сейчас в Германии полным ходом идет избирательная кампания. Союз партий ЦДУ-ЦСУ представил свою программу о том, как они планируют разрешить в Германии миграционный кризис. А реально существует в Германии кризис. Союз представил свои планы миграционной политики на ближайшее будущее, по которым Бундестаг уже на следующей неделе должен проголосовать. Значит, если проголосуют, что изменится в миграционной политике? Я сейчас освещу три самых таких важных, ключевых момента, на которые делают акцент представители Союза. Первое. Запрет на въезд всем, у кого нет действительных документов. Значит, сейчас какая ситуация? Стоит контрольно-пропускной пункт, например, на границе где-то там между Германией и Австрией. Пытается попасть нелегал, его там на границе задерживает полиция, спрашивают, где твои документы. Он говорит, у меня документов нету, ты откуда? Я там из Афганистана, меня Талибан преследует и так далее. Как тебя зовут? Там, называет какое-то имя. Все, у него ни одного документа нету. Его забирает полиция, то есть он попадает на территорию ФРГ, и дальше он уже идет там по миграционной процедуре. Но он уже на территории Германии. Так вот, Союз говорит, нету документа, не пускать его. Должен быть введен де-факто запрет на въезд всех лиц, у которых нет действительных въездных документов и которые не подпадают под европейскую свободу передвижения, независимо от запроса о защите, такого как заявление о предоставлении убежища. То есть сейчас как происходит? У него спрашивают у этого, там Саида, к примеру, из Афганистана, он себя называет, говорит, для чего ты сюда попал? Я хочу попросить там убежище, меня преследует Талибан. Все, его пустили, да? Все, неважно, нету документа, по-новому хотят сделать, его никто не пускает. Но, на мой взгляд, это будет сложно очень осуществить, потому что если мы, сейчас, эти контрольно-пропускные пункты работают по всей сухопутной границе, но они стоят на дорогах, на трассах, да, вот, понятно, трассы перекроют, это надо каждый автомобиль досматривать, то есть это время, очереди, понимаете, многие люди ездят на работу, с работы, то есть люди будут там часами стоять в этих пробках. Ну, это можно, в принципе, организовать, чтобы этого не было, да. Но как организовать пересечение границы, как ее контролировать вне контрольно-пропускных пунктов? Например, по полям будут добираться, в горах граница есть между Германией и Австрией и так далее, понимаете? То есть для этого что нужно делать? Для этого нужно делать стационарную границу. Надо делать контрольно-следовую полосу обязательно, контролировать ее полностью сопровождать, ставить систему обнаружения электронную, понимаете? То есть делать стационарную границу. То есть должна Германия вводить пограничный контроль, транспортный контроль и так далее, чтобы реально не допустить нелегальных мигрантов. Пока этого сделано не будет, вот эти все контрольно-пропускные пункты, которые сейчас действуют, они тоже эффективны, да, но не до конца. То есть все равно будут нелегалы, которые будут пробираться полями и лесами, горами и так далее. Это лично мое мнение. Что думаете вы, друзья? Напишите свое мнение в комментариях. Это первый, скажем так, план, которые хотят реализовать в ближайшем будущем, да, и он уже, как я сказал, внесен в Бундестаг, будут голосовать его. Второе. Беженцы, которые находятся на территории Германии и которым уже предписано властями немецкими покинуть территорию Германии, и если они не покинули и нарушили этот срок, они не должны находиться на свободе, они немедленно должны быть взяты под стражу и ждать, скажем так, под стражей находиться до тех пор, пока их не депортируют. Сейчас как происходит?
ему отказывают, например, беженцу отказывают в прошении, в предоставлении убежища и предписывают, что ты там, дорогой человек, там через месяц должен добровольно покинуть территорию Германии. Все, понятное дело, он там ее не покидает, он находится дальше там проживать. То есть, соответственно, уже начинается дело о его депортации, собираются материалы, но он живет. Он живет там в Хайме. Значит, приходит, его там как бы тоже получает медицинскую страховку, все это он получает за счет немецкого государства. Потом, когда уже решен вопрос о его депортации, назначается день, когда его надо забирать, приезжает полиция, его нет. Все, он пропал, он сбежал там и так далее, они его найти не могут. Все, депортация срывается, но он находится все равно на территории Германии. Так что, чтобы этого избежать, чтобы таких хитрецов больше не было, чтобы они не объегоривали немецкое государство. Для этого планируют тюремные места в федеральных землях должны быть увеличены в разы. Кроме того, федеральное правительство должно как можно быстрее сделать доступным все имеющееся имущество, включая пустые казармы и контейнерные здания. То есть надо провести инвентаризацию и все пустые казармы бывшие армейские, да, там контейнерные здания использовать и на них соорудить вот эти депортационные центры, куда будут задержанных, арестованных беженцев доставлять, и там они будут ждать депортации. Ну, я считаю, мое мнение, это реально осуществить. Почему? Потому что тут ничего сложного нету. То есть у полиции они все, скажем так, полиция все про всех знает, поэтому только надо политическая воля, чтобы это все осуществить. Построят эти тюрьмы, построят эти центры, вот, будут арестовывать их, и они там будут, там, ну, в этом проблем нет. То есть это все реально сделать. Это второй пункт. И третий пункт. Союз хочет ежедневных депортаций. То есть параллельно с этим депортации должны происходить ежедневно. То есть они не должны находиться там месяцами, годами в этих депортационных центрах под стражей, опять же за счет государства их будет там содержать. То есть они должны постоянно они должны освобождаться и наполняться новыми. Федеральные земли также должны получить больше поддержки в обеспечении соблюдения обязательства покинуть страну. Депортации должны происходить каждый день. Федеральной полиции следует предоставить широкие полномочия, и их ходатайства о получении ордеров на арест для депортации и для содержания под стражей должны рассматриваться мгновенно, то есть без какой-либо там бюрократической проволоки. То есть полицейский подал, надо там Махмуда задержать с целью депортации. Сразу рассматривается это заявление, дается разрешение, ордер на его арест и задержание. Все, полицейские поехали, исполнили этот ордер, привезли его в этот депортационный центр. Он там 15 дней побыл, рейс и полетел в Афганистан, ну, там, или в Сирию. Ну, вот так планируют сделать. Сейчас это все тоже как бы есть, все законами предписано, но это все происходит очень долго. Кроме этого, партия планирует, понятное дело, жесткие меры принимать к беженцам, которые совершили, уже находясь на территории Германии, преступления. Не должны они находиться на свободе, сразу должны быть арестованы, помещены или в тюрьму, если тяжкое преступление совершили, или помещены вот в эти депортационные центры и должны ждать своей депортации. Почему Союз считает, что вот эти самые, одни из главных 3 пункта, скажем так, должны быть мгновенно, буквально на следующей неделе приняты парламентом немецким. Потому что, как они пишут, нынешняя политика предоставления убежища и иммиграции ставит под угрозу безопасность граждан и доверие всего общества к государству. Ее отвергает, эту миграционную политику, подавляющее большинство граждан в Германии. Они правду пишут. Мы можем читать комментарии, что пишут люди, что пишут граждане Германии под теми, скажем так, информационными сообщениями, да, о преступлениях, которые совершают беженцы, выходцы из стран Ближнего Востока на территории Германии. Я уже говорил, каждый месяц, там раз в 2 недели на территории Германии где-то совершается преступление, и преступление это совершается беженцам, выходцем из какой-либо страны Ближнего Востока, или Сирии, или Афганистана, там, или Саудовской Аравии и так далее. Люди просто-напросто в больших городах Германии боятся выходить на улицу вечером.
И это правда. Вот напишите, друзья, так ли это? Вот кто живет в больших городах, там в Кёльне, в Берлине, сколько беженцев, и боитесь ли вы гулять ночью? Боитесь ли вы нападения и так далее? Напишите в комментариях. Не знаю, будет ли это все реализовано. Первый пункт, я думаю, что его тяжело реализовать, а остальные два пункта, я думаю, что все это можно сделать, ну, была бы политическая воля. Как думаете вы, друзья, будет ли реализована эта программа в ближайшем будущем? Напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях.